Всем привет из города Люботин. Люботин – крупный город Харьковской области, расположенный на реках Люботинка и Мерефа. Здесь находится красивый Люботинский лес, старинные храмы, усадьбы и крытый пешеходный железнодорожный мост. Все свои видео с других мест я начинаю всегда с главных ворот города – железнодорожного вокзала. А Люботин – это крупный железнодорожный узел. В Люботине находится моторвагонное депо, Люботинская дистанция пути и авторемонтная станция. Люботин часто называют городом железнодорожников. Это неудивительно, потому как вся современная история Люботина тесно связана с железной дорогой. Сегодня с перронов станции отходят электропоезда на все три вокзала Харькова – Харьков-Пассажирский, Харьков-Левада, Харьков-Балашовский. Также идут до станций Мерчик, Мерефа. В Люботине останавливаются все поезда дальнего следования, кроме скоростных экспрессов. На станции Люботин сооружен самый большой в Украине стеклянный переход над путями. Это одна из достопримечательностей города. Просторная, застекленная, залитая голубым светом труба, которая кажется просто фантастической, особенно ночью, когда включают иллюминацию. Длина перехода 260 метров. Опоры расположены на равных расстояниях за исключением одного пролета, который длиннее остальных раза в полтора, так как под ним тесно проходят рельсы. Переход оборудован лифтами. А мы идем дальше смотреть достопримечательности города Люботин. Напротив ЖД вокзала и у входа в центральный парк города стоит старая водонапорная башня. Выглядит очень колоритно, но никаких подробностей я о ней не нашел. А это центральный городской парк города Люботин. Парк расположен совсем рядом с железнодорожным вокзалом станции Люботин. На территории парка находится мемориал славы воинам, погибшим во время Второй мировой войны. В братской могиле мемориала похоронены советские воины, которые погибли в боях при обороне и освобождении города Люботина в 1941 и 1943 годах. В братской могиле похоронен 201 воин советской армии. К 60-летию со дня победы во Второй мировой войне силами Южной железной дороги вокруг памятника был создан комплекс «Мемориал славы». В памятных стелах и скульптурных композициях, расположенных на территории мемориала славы, увековечена память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. А с 14 сентября 2013 года в состав мемориала вошел и памятник 6 воинам-интернационалистам, погибшим на афганской земле. Вообще же, город Люботин в Харьковской области имеет богатую и довольно необычную историю. Например, в декабре 1905 года в результате вооруженного восстания город и его население провозгласили себя независимым рабочим государством и были таковым около 10 дней. Но началась история города гораздо раньше, еще во времена Ивана Грозного. Тогда на южной границе государства создавалась система сторожевых опорных пунктов для защиты рубежей. Один из таких пунктов был как раз в районе современного Люботина. Официальной датой основания города считается 1650 год. Именно в этот год казаки основали поселение на реке Люботинка. Казаки-переселенцы учредили здесь военно-административное казацкое устройство. Гетмана и генерального старшины не было, вся власть сосредотачивалась в руках белгородского воеводы. В конце 19 века начали строить Харьковскую железную дорогу, а уже в
1896 году Люботин стал слободой Валковского уезда Харьковской губернии Российской империи. Советскую власть установили в 1917 году, а статус города Люботин получил в 1938. В Люботине, если и мало достопримечательностей, то здесь просто красивейшая природа. Давайте полюбуемся ею. Эти места в Люботине называют краем озер. Их здесь несколько десятков. Я, конечно, не видел всех, но то, что посмотрел по дороге, это очень красиво. Скорее всего, берега местных озер в жаркое время года заняты не только местными жителями, но и гостями из Харькова и других окрестных городов. К сожалению, многие дома и здания в городе Люботин находятся вот в таком состоянии, как эти. Ну а мы идем смотреть главную достопримечательность в городе Люботин. Это усадьба Святополк-Мирских. Усадьба Святополк-Мирских, или Гиевская усадьба, как ее еще называют, популярное туристическое место. Она была построена в начале 19 века. Первый житель усадьбы – генерал-губернатор Петр Святополк-Мирский. Кроме дворца здесь высадили красивый парк с прудом и построили церковь. После 1917 года здесь находился детский дом, позже интернат. Сегодня усадьба и все, что вокруг, находится в полуразрушенном состоянии. «А моя краина суцільна руїна» – знаменитая песня Кузьмы лаконично и очень тонко описывает нынешнее состояние данной достопримечательности. Смотришь на все это и думаешь, что за страшные развалины. А перед вашими глазами имение древнейшего рода князей Святополк-Мирских, бывшее село Гиевка, а нынче город Люботин. В 1875 году признана как самая лучшая во всех аспектах усадьба слобожанщины, а также поместье, рекомендованное для отдыха царской семьи. Не верится, правда? Возвышенность, чистый воздух, усадьба буквально утопала в липах и фруктовых деревьях. Из ее окон открывался прекрасный вид на живописный пруд, и через водную, зеркальную гладь пролегал изящный деревянный мостик, который привел бы вас к древнему фамильному храму и некрополю Мирских. В этом видео мы не будем глубоко погружаться в историю данной усадьбы. Скажу лишь, что усадьбу в Люботине начали строить в 1802 году для отставного майора Познанского. Строительные работы продолжались аж 50 лет. За это время появился не только дворец в романтическом стиле, но и комплекс из храма, охотничьего домика и флигеля, который с главным зданием соединяла оранжерея. Украшением усадьбы Гиевка были парк с дубовыми и липовыми аллеями и пруд. В 1881 году Гиевку приобрел князь Святополк-Мирский, который стал ее последним владельцем. С приходом советской власти усадьба перешла в государственную собственность и стала интернатом. Ее стены также пережили большой пожар, который нанес значительный ущерб. Уникальность этой усадьбы в ее архитектурном планировании. Сейчас от нее остались только дворец с флигелем и дом-контора. Однако известно, что все жилые постройки и подсобные помещения имения были связаны единой линией, в то время как в других постройках того времени главный дворец всегда был обособлен от других построек. Нынешнее состояние усадьбы просто ужасное. Похоже, доход с туризма нашей стране не очень интересен, и город Люботин имел прекрасную возможность заявить о себе
имея такую достопримечательность прекрасной истории. Однако мы, как всегда, выбираем самый легкий путь бездействия и безразличия. Очень жаль, что за данной территорией никто не следит. Все вокруг разрушено, разбирают на кирпичи. Внутри ходить опасно, все разваливается. Слышно было, как упал кусок крыши или пола. На территории было 3 открытых канализационных люка, спрятавшихся в траве. Когда будете ходить здесь, будьте аккуратны. Странные эмоции испытываю. Вроде бы памятник архитектуры, а выглядит просто кошмарно. А это бывшая школа-интернат. Эти руины – это все, что от нее осталось. Ну и давайте зайдем и посмотрим на Гиевский пруд. На юго-восточной окраине города, возвышаясь над водной гладью, стоит церковь с золотыми куполами. Храм святого Николая в поселке Гиевка, что на окраине Люботина. Данная церковь является неотъемлемой частью усадебного комплекса княжеского рода Святополк-Мирских. Ну и как не вспомнить про пионер-лагерь «Гвоздика», который находится все в том же городе Люботин. Пионер-лагерь «Гвоздика» принадлежит компании «Жилстрой-2». Дети сотрудников Треста начали здесь отдыхать с 1947 года. Ребята жили в армейских палатках, а рядом велось строительство новых корпусов. Официальное открытие лагеря состоялось в 1954 году.
Ежегодно за 3 летних смены здесь оздоравливались более 1300 детей и строителей из города Харькова. Последнюю детскую смену пионер-лагерь принял в 1998 году, после чего был временно законсервирован. И сколько это временно будет продолжаться, неизвестно. Я думаю, что закрыт он навсегда. Кстати, в городе хорошо развит спорт, в частности футбол. Здесь есть современный стадион «Олимпиец», который восстановили ко дню города в 2009 году. В Люботине базируется футбольный клуб «Люботин». Ну что ж, друзья, я благодарен вам всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, как всегда, до новых встреч!